Всем привет, вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить игру Urban Myth Disillusion Center. У нас найдено 7 из 8 улик, а что не найдено? А что не найдено? Подожди, что такое? С чем мы не поговорили, о чем? Сейчас я промотаю быстренько. Я видела пост. Ну, походу, это оно. Я видела пост Эйка. На тебя опять напали. Я была против того, чтобы это постить, но Эйка убедила меня, что в таких случаях нужна огласка. Я подумала, что она права. И в порядке? Мио, ты не ранена? Из квартиры ничего не украли? Да, я цела, у меня ничего не украли. Понимаю, это не очень приятно вспоминать, но не могла бы ты рассказать, что произошло прошлым вечером? Прошлым вечером? Нет, все в порядке, я могу рассказать. Вчера, когда все разошлись по домам, Эйка все не могла успокоиться и позвонила мне. Я проверила замки, пока говорила по телефону, потом закончила звонок, а когда я обернулась, тот мужчина был там. Да, он был в моей комнате, несмотря на то, что я закрыла все замки. Что это было вообще? О, господи, она так странно выглядит сейчас, которая слева. Ты в порядке? Прости, пока я пыталась вспомнить, снова запаниковала. Ты не волнуйся так, не заставляй себя, хорошо? Хорошо, я в порядке, ты же помогаешь мне, я тоже постараюсь. Думаю, он держал в руках что-то похожее на топор и медленно приближался. И на этом я потеряла сознание. Я пришла в себя уже утром. Адзами, мне страшно, что мне делать? Миа, все будет хорошо, я с этим разберусь. Постарайся успокоиться. Миа очень напугана. Нужно найти способ не дать этой аномалии снова появиться. Окей, мужчина напал на Мио, но он ничего не сделал, как мы поняли. Это у этого есть вопросы у меня. Загадочная аномалия. Что такое? Правильный ли это подход? Надо все обдумать. Достаточно места для одного человека, мужчина, появившийся из-под кровати. Я хочу как-то помочь Мио, но сколько бы она ни запиралась, тот мужчина все равно появляется из-под кровати. Что же делать? Может, а что если заставить место под кроватью мебелью? Я сразу об этом подумала, кстати, что если это что-то запхнуть. Если он появляется из-под кровати, если заставить там просто пространство, мы закроем ему дорогу? Ну, я не знаю, мне кажется, что это чуть-чуть не так работает, если это какой-то призрак, и он появится просто по-другому, но... Это хз. Давай заставим чем-то ставить. Ладно, давай заполним это место чем-нибудь и... готово. Хорошо, выглядит надежно. Для подкроватника больше нет ни входа, ни выхода. Мы в безопасности, надеюсь. Ну, это интересный вариант, как ей помочь, но хз. Не хз. В кровати больше нет места. Я же еще не все сделала. Зами, я отчаливаю уже. Ой, темно уже на улице. Я думаю, мне стоит остаться с Мио сегодня. Вот как. Директор говорил тебе вернуться вообще. Ты уверена, что хочешь остаться? Ну, Он недавно донимал меня по поводу предназначения центра, твоего долга и всякой такой чуши. Да, я понимаю, но... Долг зовет. Я останусь тут сегодня. Я только схожу за вещами, скоро вернусь. Правда? Спасибо огромное. Тебе бы тоже дома отдохнуть не помешало. Не думаю, что что-то изменится от того, что здесь будет кто-то еще. Действительно, если Эйка останется. Тоже верно. Тогда... Адзами, ты уходишь? Мия, Эйка останется с тобой. Мы ведь приняли меры против этого подкроватника. Он больше не сможет появляться оттуда. Наверное. Правда? Спасибо тебе, Адзами. Нет проблем. Отдохни сегодня хорошенько. Адзами, ты моя лучшая подруга. Что-то какой-то странный разговор. Но, впрочем, я вспоминаю, что это азиатская игра. И типа, ладно. Я рада, что прислушалась к твоим советам. Так, давай, что опять? Чегось? Появится с другого места? Мне показалось, я просто себя накрутила. Адзами сказал, что больше он не будет появляться из-под кровати. И Эйка скоро придет. Пойду ее встретить. Одна в квартире страшнее, чем на улице.
Уф, у меня аж мурашки по коже. Здрасте, черт. Ты не из-под кровати вылез, ты мне не ври сейчас. С топором, смотри. Мужчина, ты дурачок? Почему? Что ты от меня хочешь? Беги. Ран. Не в квартиру. Она в квартиру зашла, да, блин? Что? Он уже тут? О май гад. Ой-ой. На следующий день. Нифига ж себе. Эй, Жасмин. Чё? Утром мне позвонила Эйка. Сказала, на меня снова напали, но на этот раз в коридоре. Ух ты ж, реально? Это все я виновата. Мио ведь хотела, чтобы я осталась с ней. Даже если бы осталась, ты бы ничем не помогла. Как и говорил директор, мы не телохранительница. Я понимаю, но... В общем, они только что звонили. Мио сейчас в доме у Эйка. Ожидаемо. Ты знаешь, где живет Эйка? Да, она прислала адрес. Лады, выдвигаемся. Нам стоит заглянуть в квартиру к Мио, но там закрыто, скорее всего. Спасибо тебе огромное, Жасмин. Окей. Квартира Эйка. Мио, с ней все хорошо? В целом, да. Она у меня в комнате. Как минимум, не ранена. Хоть немного отлегло. Значит, аномалия и в этот раз ничего делать не стала. Вот, как раз об этом. Сперва взгляни на это. Что это такое? Это комната Мио? Да, это еще не все. Фотография этой комнаты каким-то образом оказалась в социальных сетях. Как? Кто мог сотворить такое? Может быть, они отредактировали фотографию, которую она запустила раньше. Других вариантов не вижу. Мио говорит, она сразу забежала в комнату и закрылась на ключ. Как же тогда сделали эту фотографию? Именно. Как это вообще возможно? Хороший вопрос. Мне сначала нужно поговорить с Мио. Да, пожалуй, стоит. Она очень расстроена, толком ничего не рассказала мне. Может, ей будет проще поговорить с тобой? Да, попробую. Ну, хотя бы Мио невредима. Что я должна была сделать для нее? И что мне делать теперь? Жалеть можно сколько угодно, только толку от этого нет. Мы центр развенчания городских легенд, и мы исследуем аномалии. Вместо того, чтобы тратить время на сожаление, лучше поищи источник аномалии и реши проблему. Ты права, так и сделаю. И еще я особо не интересовалась, но эти слухи о спонсорстве в соцсетях наверняка имеют отношение к нашей аномалии. Нужно быть поаккуратнее в выражениях, но я думаю, пора уже задать этот вопрос. Дело за тобой, впрочем, как всегда. Ладно. Сначала нужно поговорить с Мио. Спросить ее о слухах в сети. Взглянуть. Картина, по ощущениям, очень дорогая. Столько бумаг на столе, наверное, это рабочие документы Эйка. Консультации по поиску работы, поддержка продвижения, мероприятия, временный найм, столько всего. Похоже на заказы и контракты с ее клиентами. Тут вряд ли будет информация об этом мужчине. Может, мне просто спросить Эйка, есть ли у нее догадки? Окей. Не волнуйся за Мио. Насчет соцсетей. Что произошло? Окей. Эйка, Мио ведь рассказала вам о том, что произошло в ее комнате? Да уж, столько всего успело произойти, пока я просто ходила за одеждой. Ее комната была вся в красном. Так квартира все-таки не подходит. Что вы имеете против этой квартиры? Тот район в основном для студентов. Многие студенты из нашего университета живут там, как я знаю... Живут там, так что я знаю, о чем говорю. Близко к станции хватает места для вещей, но с безопасностью там плоховато. Так вот, я думаю, мне стоит подыскать квартиру получше. А точнее, в этом здании. Я тут подумала, что вам стоит прекратить активно постить на какое-то время. В моем понимании, публичность — это лучшая защита, и нападение одновременно мне всегда помогало. Кстати, а кто вообще запостил ту фотографию? Насчет выложенной фотографии, давай. Хотела бы я знать, кто запостил фотокомнаты Мио и зачем. Есть тот, кто запостил, но есть еще и те, кто репостил, такие же ребята. Чуть услышат звон, так сразу начинают лаять, что не попадя. Тип людей, не обремененных мозгами. Всегда так было и будет. Как Мио себя чувствует?
С тех пор, как она здесь, почти ничего не ела и не прикасается к телефону из-за всей этой шумихи. Она почти не разговаривает со мной и выглядит загнанной в угол. За ней нужно внимательно присматривать. Почему вы так заботитесь о Мио? В сети много комментариев о спонсорском прошлом Мио, а мои подработки тоже были не идеальны. Одинокая девушка, которая учится, работает, ищет вакансии и пытается жить своей жизнью, непростое это дело. Мио очень похожа на меня в молодости, поэтому я хочу ей помочь. Вы очень добрая, Эйка. Я думаю, Мио может зарабатывать столько, сколько захочет. Поэтому сперва я хочу привести ее в этот жилой комплекс. Но ведь цены здесь весьма высокие. Я могу одолжить ей денег и подкинуть прибыльную работу. Поможешь мне ее убедить? Молодость – это такое качество, которое помогает зарабатывать. Если знаешь себе цену, знаешь места, где за ценой не постоят, деньги текут рекой. Может, тебе тоже стоит бросить свою странную подработку поработать у меня? Сможешь очень быстро переехать в такую же квартиру? Слушай, я, конечно, у меня есть какой вариант проскользнул в голове, но я не хочу в него верить, потому что я подумала, а что если каким-то образом Эйка это все устроила, там подговорила, может, какого-то мужика помочь ей специально для того, чтобы как ее вторую эту зовут, господи, я уже забыла, чтобы переехала к ней и чтобы работала на нее. Я не знаю. Эта идея возникла из ниоткуда почти что, но она мне не нравится. Я подумаю на досуге. Окей. У вас есть какие-нибудь идеи о том, кем может быть этот мужчина? Мне кажется, он не пытается навредить Мио напрямую. Однако он действительно одержим ею. Может, это ее бывший? Угу, да-да-да. Эйка, человек, на которого вы думаете, это же бывший парень Мио, который теперь ее преследует? Поразительно. Как ты догадалась? Это сарказм или что? Да так, интуиция. Но ведь это только предположение. Но причин для него хватает. Я не знаю, проблемный бывший — это чуть ли не самое логичное, что я вижу здесь. Я хотела задать вопрос по поводу слухов о Мио, которые ходят по сети. Все эти сети ужасная вещь, не думаешь? Я попробовала собрать информацию о прошлом девушек, ставших жертвой преследователя. Я на своем веку всякого повидала, так что меня ты таким особо не проймешь. Но обычные девушки от такого могут быть травмированы на всю жизнь, могут потерять веру в людей. Есть некоторый опыт, вы достаточно известны в сети? Извините, я не знала. Это дело давнее, меня когда-то называли влиятельной инфлюенсеркой. Но сейчас у меня компания, и я давно выросла из этих глупостей. Студентка-блогерка. Ты хочешь что-то сказать? Не кисло она живет, походу серьезные бабки зашибает. Да уж. И парадная дверь на первом этаже, и входная, обе с автозамками. Сколько же стоит тут жить? 1300-400? 300 тысяч иен в месяц? Для центрального Токио не редкость. Здесь, наверное, жить безопасно, но... Ого. Что будем делать? Как мне лучше начать расследование? Как это нужно делать? Говори с Мио, затем уточни у Эйка, может, она тоже чего-то знает. О чем их спросить? Ну ладно, просто для интереса давай поговорим с ней. Это тоже, кстати, слухи в соцсетях проверяла. Не самая веселая тема, но по поводу спонсорства и прочего такого. Не знаю, приведет ли эта ниточка куда-то, но я думаю, что стоит спросить. Да, ты права, я спрошу насчет этих слухов в сети. Давай я сначала посмотрю все остальное. Двуспальная кровать под ней? Что? Вообще ничего. Я думала, что все используют подкроватное место для хранения чего-нибудь. Как же надо жить, чтобы оставлять его пустым? В смысле? В смысле? Подожди. Я не использую ничего, у меня под кроватью ничего нет. На такой этаж проникнуть снаружи можно только с риском для жизни. Вот это я понимаю, жить безопасно. Если бы Мио могла жить здесь. Ладно, давай поговорим. Мио, ты в порядке? Адзами, почему это происходит? Я ничего плохого не сделала. Почему я? Почему со мной? Все хорошо, я уже здесь, все будет хорошо. Мио, расскажи, пожалуйста, все, что знаешь. Что случилось в твоей квартире? Мне стало некомфортно в квартире одной, и Эйка как раз направлялась ко мне, поэтому я решила выйти на улицу. Но затем... В коридоре стоял странный мужчина. Я испугалась и убежала в свою квартиру. Погоди, то есть твою комнату залили красным, пока... Послушай, Адзами.
Ты ведь говорила, что подкроватник больше не будет приходить, разве не так? Я поверила тебе, поэтому пошла одна. Я была уверена, что так и будет. Прости, я не знаю, это так странно для меня. Ладно, окей, хорошо, вживаюсь в другой мир, в тот, что у них, и все, окей, все, это нормально, все хорошо. Да. Такие странные разговоры тоже норма. Что случилось дальше? Прости, Мио, мне правда жаль, что на тебя свалилось такое. Я постараюсь помочь тебе, чем только смогу. Расскажи подробно, пожалуйста, мужчина, которого ты видела в коридоре, вошел, хотя ты и заперла дверь на ключ? Да. И 5 минут не прошло. Невозможно. Как ему такое удалось? Может, у него ключ есть вообще? Ты побежала в свою квартиру, и она была вся в красных пятнах. Погоди, этот мужчина ведь не мог пробраться в твою квартиру раньше тебя, верно? Он был там, когда ты вошла? Он был в коридоре, я вбежала в квартиру и закрыла дверь. Но внутри уже все было в таком состоянии. Он просто выскочил из пола. Мия. Насчет фотографии твоей комнаты, которая утекла в сеть. Есть идеи, кто это мог сделать и зачем? Не знаю, я больше не смогу жить в этой квартире. Почему это происходит со мной? Теперь придется переехать, а мне некуда. Насчет твоей квартиры. Мия, когда твою комнату перепачкали красным, случилось ли с ней что-то еще? Я особо не смотрела, у меня не было времени. Судя по фотографиям из сети, самое заметное, что сделали с квартирой, заляпали и красным. Думаю, что так. Чуть позже мы снова поедем в твою квартиру, поэтому если вдруг у тебя есть какие-то идеи... Я часто спотыкаюсь о вещи, так что стараюсь убирать все по местам, чтобы на полу не валялось. То есть, если что-то лежит на полу, то эту вещь мог сбросить он. Точно, в твоей комнате всегда порядок. В моей комнате вещи обычно свалены кучей. Если хочешь осмотреть мою квартиру, возьми ключи. Спасибо, они пригодятся. Так. Мио, что ты собираешься делать? Я думаю, там квартира действительно небезопасна для тебя. Да, я тоже так думаю. Поэтому я решила побыть у Эйка какое-то время. Она говорит, что будет со мной все время, так что мне можно не волноваться. Я подумала, что стоит прислушаться к ее советам. Да, пожалуй. Думаю, тебе сейчас не хочется об этом говорить, но все же могу спросить о тех слухах в сети? Адзами, это имеет отношение к тому, что происходит? Прости, я пока не знаю, можно отложить разговор, если хочешь. Нет, все в порядке, расскажу. Это правда, что у меня был опыт спонсорских отношений, как говорят. Мия, жить одной, учиться работать – это довольно тяжело. Потому подруга посоветовала спонсорские отношения, говорила, что все этим занимаются, обычное дело. Так что я начала. Адзами, думаю, ты поймешь, 5 часов подработки после учебы или всего 2 с каким-нибудь дядечкой, и тебе перепадает зарплата с подработки за неделю. Я не думала, что это может всплыть в сети, и потом... А потом что-то еще произошло? Мои родители узнали о том, что обсуждается в соцсетях. Я из маленькой деревни, там слухи распространяются быстро. Я подумывала уехать домой после университета, теперь уже, наверное, не вариант. Мда. Да. А, да? Я думала еще посмотреть. Пожалуй, пора проверить квартиру Мия. Но я волнуюсь за Мио, может, мне стоит остаться с ней опять же? С ней не должно ничего случиться, если она останется у Эйка. Она и сама так сказала. Да, ты права. Если они все время будут вместе, ей не о чем волноваться. Дело, говоришь. Подгоню тачку, долетим момент. Ладно. Эти странные разговоры меня немножечко так... Я не знаю. Кажется странными и все. Просто странно. Думала я тут. Каким-то образом можно наткнуться на подкроватник. Что? Думала я тут. Каким-то образом можно наткнуться на подкроватника в коридоре. Тебя что-то беспокоит? А то, все это время чувак вылезал из-под кровати, так? Ну, то есть он же подкроватник. Какого он тогда оказался в коридоре? Ну, на этот счет я, в общем, заставила подкроватное пространство. Может, это что-то изменило? Заставила? Ты чего чудишь так без спросу? Прости, пожалуйста, я надеялась, что это не позволит ему появляться. Я хотела помочь Мио. Слушай, я понимаю мотивацию, но такие неуклюжие попытки от новичков помогают далеко не всегда. Мы, конечно, не знаем, привели ли именно твои действия к этой встрече в коридоре. Ты полностью права, прости. Давай пропустим твое самобичевание, я тебя не виню, просто предупреждаю на будущее. Когда не уверена, советуйся со мной, это несложно. Хорошо, поняла. Спасибо, Жасмин. Я верну все как было. Для начала осмотрим комнату, перепачканную красным. И еще, если подкроватник был здесь, он должен был оставить тень. Мне стоит осмотреть комнату мыслевидением.
Окей, давай. А можно и без мыслевидения тоже? Я хотела бы просто посмотреть. Стеллаж тоже весь забрызган кровью. На полках тоже полно крови. Может, стоит взглянуть через очки? Я хочу пока так посмотреть. Подожди своими очками. Ужасный беспорядок. Я думала, Мио любит, когда все аккуратно. И еще некоторые из полок пусты, на это тоже стоит обратить внимание. Ну, короче, что-то скрыли, да? Книги разбросаны. Действительно ли это сделал подкроватник? Странно, что ему просто захотелось раскидать книги. А они так совсем изомнутся. Лучше я их уберу. Я прикоснулась к кровавому пятну, но оно уже сухое, руки не пачкает. Книга ужасно выпачкана в крови, и при этом как будто нет. Обложки со стороны пола чистые. Где была эта книга изначально? Да уж, на книгах полно крови. Что внутри? Пропитавшаяся кровью закладка? Это не закладка, а маленькая записка. В 21:00. Став рядом с 2, дальше не могу разобрать. Записка для курьера, возможно? Ой-ой, тут все краснем-красно, запах ужасный. Понятно, почему Мио тут больше жить не может. Только поэтому ты думаешь? Ну, только из-за этого, да? Наверное. Right. А, это жук. Что здесь вообще происходит? Реально, это что? Это что за гусеница? Здрасте. Не-не-не, никаких жуков. Их только не хватало. Одни руки до ноги. Чего это он приклеился к стеллажу? Если глянуть поближе, то его лицо действительно похоже на человеческое. Это что такое? Это не его руки. Выглядит странно, движения странные. Так книги не ищут. Что здесь за хрень происходит реально? Он чё? Он чем-то занят, бросает что-то. Это, наверное, тот момент, когда он пачкает комнату красным, но зачем? What? Монстр в виде глаза, хотя если присмотреться, тело у него тоже есть. Он пялится куда-то и сильно моргает, жуть какая. На что же он смотрит? Нужно встать на то же место, все будет хорошо. Я же не смогу к нему прикоснуться. Так, посмотрим, я вижу всю комнату отсюда. Кухня рядом, кровать, балкон подальше. Выглядит как-то знакомо. What do you mean? Так, ладно. Нужно успокоиться, все обдумать. Давай про упавшие книги. Изучите стеллажи и свободное место. Что-то не так с книгами, разбросанными по полу. Странно, что кто-то просто захотел раскидать их. Какие-нибудь идеи бы не помешали. Постарайтесь упорядочить свои мысли. Пятна крови, раскиданные книги. Если сопоставите их вместе, вы поймете, что здесь что-то не так. Верно. Госпожа Мия бы не оставила книги валяться на полу, верно? Только не она, у нее всегда полный порядок. Что бы случилось, если бы кровь была разбрызгана в такой комнате? Если бы кровь разбрызгали по полкам полным книг и всякой мелочи, это значит, что книги, разбросанные по полу... Извините, я не совсем улавливаю ход ваших мыслей. Почему книги разбросаны по полу? Потому что до того комнату испачкали. Кто-то специально положил их туда. До того, как комнату испачкали, кто-то специально положил их туда. Не уверена. Я бы никогда не оставила еще валяться. Вот так может, это не она. Нижняя сторона книги перепачкана кровью. То есть... До того, как комнату испачкали, книги почему-то упали с полок. Ладно, давай так. Там есть тайный ход? Так, должно быть оно. Слушай, а если там есть тайный ход? Подкроватник мог врезаться в стеллаж до того, как разбрызгать все кровью. Или же он специально скинул книги с полок и залил все кровью. Но зачем? Слушай, а проверьте стеллаж. Вдруг там есть тайная комната? Я хз. Взглянуть еще раз. Мертвых жуков не вижу. Может, это все-таки был не жук. Может быть,
четкость тени зависит от того, сколько времени человек провел на этом месте. Но опять же, тень Мио едва ли присутствует. Ладно, хз. Стой, я уже осмотрел. Скип. Да, все, не надо осматривать, подожди. Следы взлома на дверном замке? Их нет. Да, вообще никаких. Так, давай еще раз. И что? По итогу-то? Ну, не совсем понимаю, что это в итоге мне это дает. Я все осмотрела. Давай поговорим. Ну и картина сверху донизу красным-красно. Здесь пахнет ужасно. Директор бы тут прыгал в экстазе. Если придерживаться легенды о подкроватнике, то это должна быть кровь. Фу, так это все-таки кровь. Зачем ему пачкать комнату кровью? Да, ведь в соцсетях была фотография. Да, вот она. Может, он это сделал, чтобы в сеть загрузить? Зачем бы кому-то могло понадобиться такое? Да, смысл фотографии. Я хз, если честно. Нужно успокоиться и все обдумать. Да, давай. Вспомните, где вы это видели. Что-то было за тень возле двери, которую я увидела через очки. Значит ли это, что там был одноглазый монстр? Адзами, напомните, в чем заключаются ваши способности? Мыслевидение позволяет мне видеть прошлое, память определенного места. Именно. Похоже, что чем меньше вы знаете о тех, кого видите, тем абстрактнее они выглядят для вас. Возможно, они даже становятся похожими на чудовищ. Ага. Не стоит зацикливаться на формах и особенностях теней. Постарайтесь понять, что они делают, исходя из найденных зацепок. Поняла. Спасибо за свет. Ну, вот и приехали. Благодарю своего воображаемого господина директора. Ну, ладно. Тень, которую я видела у двери через очки. Что эта тень делает? Что делает тень у входа? Может быть, след этой тени делает снимок, как раз фоткает? Может, это след тени, делающий снимок у входа? Нет, это неправильно. У этой тени был один-единственный очевидный глаз. Имеет ли отношение к тому, что она смотрит на что-то? Нужно проверить свои записи. Делающий снимок после того, как забрызгала комнату. Да, ну почти одно и то же, блин. Может, это след тени, делающий снимок после того, как забрызгали комнату? Точно, обстановка ведь идентична той, что на фотографии. Мне стоит взглянуть на комнату с того же места. Ты же не смотрела, или мне показалось? Здрасте. Точно, на фото тот же вид. Это глазное чудовище наверняка образ из мыслевидения, который указывает на человека, делающего снимок. Он хотел что-то увидеть или что-то показать. И зачем этот снимок? Угу. Как продвигается? Я уже давно осматриваю тут все, но так и не нашла ничего, что указало бы на личность этого подкроватника или его цель. Вон оно как. Ну, когда расследование заходит в тупик, наступает черед. Ты о чем? Да. Страшная эта штука из сновидения. Возьми же телефон. Да. Алло. Это Магурия. Господин директор. Перегибаешь. Просто директор и все. Так, ладно. Все, ладно. Господин директор, это кринжово, блин. Я не знаю, я уже третью, четвертую, какую серию подряд говорю о том, что она ведет себя очень странно для девушки 20 плюс лет. Ну, типа, что? Я подумал, что настало время позвонить. Докладываю. Данное расследование связано с появлением подкроватника. Подкроватник появился в комнате Мио, которая была надежно заперта, а затем предположительно напал на Мио, но в итоге только забрызгал комнату красными пятнами.
Сходя из общей картины, не похоже, что он пытался навредить Мио напрямую. На удивление пассивный подкрыватник. Почему он не напал с топором? У него было столько возможностей. Минуточку, господин директор. Да, верно. Он сам как-нибудь выберет, когда ему действовать. Кто я такой, чтобы ему расписание оставлять? Да не в этом Все это вызывает интерес. Загадочное происшествие в квартире закрыто на ключ без следов взлома. Дух или газообразный человек? Нет, у него, скорее всего, есть тело, так что это точно не дух или сгусток эктоплазмы. Господин директор, может верно побаловаться такими спекуляциями можно позже. Побаловаться. Особенно привлекает внимание это происшествие с пятнами в комнате. Это классический сценарий для подкроватника. Эта городская легенда имеет несколько вариаций. В одной из них главный персонаж возвращается от друга домой, но понимает, что забыл этого кое-что. Он идет обратно, обнаруживает, что в квартире друга темным-темно. Наш герой решает забрать свои вещи, не включая свет, чтобы не разбудить друга, который предположительно спит. Когда он заходит к другу на следующий день, его комната оказывается залита кровью, и на стене видна надпись: «Повезло тебе, что свет не включил». О, кстати, я знаю это из страшных историй. Да блин, это же из страшных историй. Знаете что? Я это знаю. Комната, перепачканная кровью, тоже у меня случилось. Есть еще одна городская легенда, называемая «Проклятие красной комнаты», но она не подходит к этой ситуации. Кстати, в залитой красной комнате Мио ничего не привлекло ваше внимание? Да, верно, книги с полок были раскиданы. Выглядело так, что они упали оттуда еще до того, как комнату испачкали. Вот, как хорошее наблюдение. Если подкрыватнику нужна Мио, то она наверняка объявится снова. Только не это. Неужели я совсем ничего не могу сделать? Энтузиазм — это хорошо. В таком случае не могли бы вы осмотреть комнату еще раз сегодня вечером? Простите? Не прощаю. Опа. А да? Прям так? Мне правда нужно будет остаться в квартире Мио одной в темноте? Кто знает, что может вылезти? Я не смогу, я ухожу. Это не обсуждается. Жасмин сейчас у Эйка, так что вариантов немного. Тогда нам нужно сперва встретиться с ней, одна я не справлюсь. Вот как. А я надеюсь вернуть Мио к нормальной жизни как можно скорее. Мио, да, вы правы. Ей нужна наша помощь прямо сейчас. Еще один важный момент от Зами. Осмотрите, пожалуйста, потолок рядом со стеллажом. Потолок? Здесь темно, хоть глаз выколи. Приходится ходить, держась за мебель или стены. Но упасть и наделать шума тоже не хочется. Это что такое? Похоже на выключатель. Господин директор, я включаю свет. Не вздумай. Почему это? Мы не уверены, при каких условиях появляется подкроватник. Одно из них — свет в комнате. Вы имеете в виду, что он появляется, когда свет включен? Время суток тоже важное условие. Вы ведь не включили свет? Едва успела остановиться. А если я хочу включить свет, блин? Мне очень страшно, я больше не могу. Нужно торопиться. Ой, это она сама идет. Хорошо. Мне нужно осмотреть здесь, верно? Я что-то чувствую, какая-то квадратная рамка. Я так и думал, видите ли. Ой, что это было? Потолок, он скрипит? Адзами, прячьтесь. Что? Прячьтесь немедленно. Быстро прячься, она сама прячется, хорошо. Это тот момент из начала, да? Походу. Да, это, походу, тот момент из начала. Да не гони, он с чердака, короче, перелез, там какой-то тайный ход по-любому, да? Зачем? Нифига не ясно, очень интересно. А там до утра пролежала. Так. Оно исчезло. Господин директор, что это было? Зами? Жасмин? Там был мужчина в квартире Миа. Комната Эйка вся красная целиком. Что? Прямо как комната Миа. Абсолютно вся красная. Так. У меня все больше вопросов, честно. Спасибо, что встретила, Жасмин. Со мной тут такое было. Хотя это потом. Главное, как там Мио? С ней все в порядке? Да, у них обеих все окей. Мы сейчас едем к Эйка, так что ты пока поройся в соцсетях. Знаешь, с чьих постов стоит начать. Думаю, что с Эйка. Не думаю, что она промолчит про залитую красную комнату. Угу, шаришь. Ладно, давай. Окей, давайте на этом закончим. Давай, читай вслух, я тоже послушаю. Хорошо, начинаю. За Эйка я тоже переживаю, и вся эта шумиха вокруг Миа. Надо про нее тоже поискать.
Окей, давайте на этом закончим. Можете писать ваше предположение, именно предположение обозначу, а не если вы знаете точно, что происходит, тогда не надо. Если вы хотите это написать, это спойлер, я не люблю спойлеры. И обязательно ставьте пометочку, что дальше спойлер, если вы собираетесь писать где-либо спойлер. Спасибо. Спасибо вам, Твинчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.